Да, мама, здравствуй. Я рад тебя слышать. У меня все в порядке. Я в Москве. Почему ты не звонил? Я не знаю, где ты. Как твои дела? В России очень холодно, снег. Я не знала, что думать, потому что самолет — это всегда очень опасно. Джон, ты меня слышишь? Мама, я тебя слышу хорошо. У меня все нормально. Я уже в гостинице. У меня очень хороший номер, чистый и удобный. Сейчас я в ресторане, завтракаю. Ты помнишь, что я люблю красную икру? Она у нас в Канаде очень дорогая. А я сейчас ем красную икру и блины здесь, в России. Это совсем недорого и очень вкусно. Я рада, что у тебя все в порядке и что ты хорошо завтракаешь. Скажи, а Москва город маленький или большой? Конечно, большой, очень большой. Я видел Москву еще только из такси, но понял, что в Москве есть широкие проспекты, длинные и короткие улицы, дома старые и новые, высокие и невысокие. На улице не очень холодно. Погода здесь как дома, в Канаде. Везде снег, очень красиво. Где твоя гостиница? Далеко от Кремля или в центре? Я еще не знаю. Думаю, что недалеко. Да, у меня в Москве уже есть новый знакомый, можно сказать, друг. Его зовут... Я уже поняла. Это не он, а она. И ее зовут Мария. Молодец! Мне нравится, что у тебя в Москве уже есть подруга. Она красивая, высокая. Какие у нее глаза, голубые или нет? А волосы короткие? Где ты встретил ее? В самолете, в аэропорту, в гостинице? Нет, мама, ты все поняла неправильно. Я сказал знакомый, а не знакомая. Его зовут Лева. Сейчас он тоже живет в гостинице, где я живу. Он украинец, у него большая семья, они живут в Киеве. Как? Почему украинец живет в Киеве? Украинцы живут в Канаде. Ты помнишь, когда ты был в школе? У тебя были друзья. Не помню, как их зовут. Он понимает по-русски? Или вы говорите только по-английски? Может быть, ты понимаешь по-украински? Мама, не надо. Пожалуйста, я не понимаю по-украински. Мы говорим по-русски. Извини, сейчас мне надо платить за завтрак. Не могу говорить. Сегодня вечером или завтра вечером я позвоню тебе. До свидания.